Добрый день, меня зовут Юлия. Предлагаю связать женскую шапку. Шапка получается очень мягкой и комфортной, с эффектным узором и очень легкой вязкой, с которой справится каждый желающий. Очень маленький расход на эту шапку, менее мотка. Материалы, из которых я вязала, я укажу в описании. И хотелось бы мне отметить пряжу, очень мне она понравилась. И поэтому рекомендую вам. Приятного просмотра. Для начала нужно связать обычную резинку из столбиков без накида. Первый ряд. Набираем 9 воздушных петель. Сильно петли не затягиваем. Следующий ряд, да и дальше всю резинку в принципе, будем вязать исключительно столбиками без накида. Первую воздушную петлю пропускаем, вторую воздушную петлю провязываем насквозь. Насквозь в раскол петли, прям в середину косички. И начиная с третьей воздушной петли вяжем столбики без накидов за заднюю стенку петли нижнего ряда. Это такая небольшая петелька, коротенькая, она отличается. Может быть, поначалу будет туговато заходить крючок, но нужно постараться. Аналогично вяжем до 7 петли включительно. То есть с 3 по 7 петлю вяжем столбики без накида за заднюю стенку воздушной петли нижнего ряда. Восьмую петлю мы провязываем насквозь, воздушная петля и переворачиваем вязание. Старайтесь переворачивать вязание всегда в одну сторону, либо от себя, либо к себе, что позволит сделать нижний край более ровным, однородным. Остальные ряды резинки вяжем абсолютно аналогичным образом. Первый столбик без накида в раскол, со 2 по 7 столбик без накида мы вяжем за заднюю стенку, 8 столбик без накида вяжем в раскол, воздушная петля и переворачиваем вязание. Всего мы, получается, в каждом ряду провязываем 9 петелек. Я предпочитаю провязывать первую и последнюю петлю резинки в раскол. Это не позволяет резинке сильно растягиваться, и в принципе нижний край резинки в этом случае держит довольно-таки стабильную форму. Продолжаем вязать 48 рядов. В результате получится резинка размером 40 сантиметров. Эта резинка подойдет на охват головы 54-55 сантиметра. Если вам необходим больший размер, увеличиваем количество рядов. Сорок восьмой последний ряд отличается только тем, что вам не нужно вязать последнюю воздушную петлю. Будем просто соединять края резинки. Вот такая ровненькая, аккуратненькая резиночка у нас получается. Я не люблю лишний раз отрезать нить, поэтому стараюсь избегать этого. Заканчиваю резинку так, чтобы начальная нить была на стороне основного полотна, чтобы ее можно было скрыть
Саму резинку предпочитаю шить после того, как шапка будет готова. Вот лично мне это больше нравится и кажется, что это менее заметно. Приступим к основному узору. Соединительный столбик, воздушная петля. И далее вяжем, чередуя столбик без накида, столбик с накидом. Необходимо выводить столбики между рядов резинки. Там такие дырочки. Вот желательно в них, конечно, попадать. И так и чередуем. В итоге получается у нас 48 столбиков, аналогично количеству рядов резинки. Начальную нить пускаем по краю резинки и столбиками ее обвязываем, чтобы ее скрыть. Продолжаем по кругу. В принципе, это довольно-таки удобно, потому что дырочки видны и труда не составляет обвязать резинку. Чередуем столбик без накида, столбик с накидом. Заканчиваем ряд столбиком с накидом. Можно себя проверить. Если мы начинали ряд столбиком без накида, то он обязательно должен закончиться столбиком с накидом, кратно 2. Закрываем ряд соединительным столбиком, воздушная петля. Ряд 2. Этот ряд мы будем вязать, используя лицевой рельефный столбик и столбик без накида. Как вяжется лицевой рельефный столбик? Нам нужно обвязать нижний столбик без накида спереди. Для этого мы делаем накид, вводим крючок под столбик, захватываем рабочую нить и вытаскиваем ее из-под столбика. Довязываем, как обычный столбик без накида. Вот у нас и получился лицевой рельефный столбик. Следующим мы вяжем столбик без накида за заднюю стенку петли нижнего ряда. И далее до конца ряда мы чередуем. Получается, что над каждым столбиком без накида мы вяжем лицевой рельефный столбик. Над столбиком с накидом мы вяжем столбик без накида за заднюю стенку. В итоге у нас получается 24 лицевых рельефных столбика и 24 столбика без накида. Всего 48 столбиков. Ничего не добавляем, не убавляем, так и вяжем ровненько. Довольно-таки простой рисунок, но при этом по результатам он будет выглядеть очень эффектно. Две последние петли ряда — это лицевой рельефный столбик, столбик без накида за заднюю стенку. Закрываем ряд соединительной петлей, воздушная петля. Ряд 3, да как в принципе и все последующие, вяжутся очень просто, в шахматном порядке, грубо говоря. Ряд 3. Над лицевым рельефным столбиком нижнего ряда мы вяжем столбик без накида за заднюю стенку. Следующий столбик без накида мы провязываем лицевым рельефным столбиком. И далее мы продолжаем по кругу точно так же 48 столбиков. Получается у нас 24 лицевых рельефных столбика, 24 столбика без накида.
Очень просто все вяжется и довольно-таки быстро это все вяжется. Просто мы придерживаемся схемы вот такого определенного рисунка. Над нижним столбиком без накида мы вяжем лицевой рельефный столбик. Над лицевым рельефным столбиком мы провязываем столбик без накида за заднюю стенку. Ряд 4 и все остальные четные ряды вяжем аналогично ряду 2. Ряд 5 и все остальные нечетные ряды вяжем аналогично ряду 3. Повторяем этот узор до необходимой высоты шапки. У меня это 24 сантиметра. Мне больше нравятся высокие шапки, но это дело вкуса. В момент завершения ряда не забываем контролировать себя. Последний столбик должен отличаться от первого. То есть, если у нас первый лицевой рельефный столбик, то последним должен быть столбик без накида. И наоборот. Столбики обязательно должны чередоваться. Вот такая у нас получается шапка. Вот с таким интересным, эффектным диагональным узором. И теперь приступим к формированию верха шапки. Для верха шапки мы провяжем 2 ряда с убавлением петель. Не хотелось просто сшивать верх шапки, а хотелось все-таки как-то более ей такую придать форму сужения, суженую, что ли. Ряд 1. Воздушная петля. Вторую петлю пропускаем и в третью петлю вяжем столбик без накида. И далее по кругу через 1 мы вяжем столбик без накида. То есть одну пропускаем, следующую провязываем. В итоге у нас получается 24 столбика без накида. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Аналогично вяжем и второй ряд. Сокращаем вдвое количество петель. Воздушная петля, пропускаем вторую петлю, провязываем столбик без накида. Пропускаем петлю, провязываем столбик без накида. И по кругу. В итоге у нас получается 12 столбиков без накида и закрываем ряд соединительным столбиком. Теперь закроем верх шапки. Оставив 30 сантиметров нити, отрежьте ее. Выверните изделие, сложите так, чтобы нить оказалась в центре шапки и провяжите от центра вправо и влево по 3 соединительных столбика, как показано. Обрежьте нить и спрячьте ее между рядами шапки.
Напоследок шейте нижнюю резинку, шапка готова.